Друзья, всем привет, с вами Ян. Сегодня я расскажу вам про очень крутой индикатор, который позволит вам увеличить количество прибыльных сделок. А перед просмотром видео хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк. Для меня это огромная мотивация записывать для вас дальше обучающий контент. Ну все, хватит болтать, поехали. Если вы, как и я, анализируете свои сделки на TradingView, найти здесь этот индикатор достаточно просто. Нужно зайти в индикатор, написать RCI и выбрать индекс относительной силы. Насчет настроек индикатора. Есть два варианта. Выбираем либо 70/30, либо делаем 80/20. В принципе, на дистанции данные настройки показывают себя похожим образом. Сейчас поищу какую-нибудь ситуацию для входа. Забыл вам сказать, что этот индикатор также есть на нашем брокере. Включить его достаточно просто. Заходим в индикаторы, ищем RSI. И также можем настроить его 80/20. Либо 70/30 ставить, как вам больше нравится. Как работает этот индикатор? Все достаточно просто. В этом индикаторе вы можете увидеть зоны перепроданности, то есть это нижняя черта индикатора, и зоны перекупленности, это верхняя черта индикатора. Зоны перекупленности выгодно открывать сделки на понижение. Зоны перепроданности, наоборот, на повышение. Сразу скажу, что цена может задержаться, то есть, вот приведу пример, идет цена наша. Она может задержаться в зоне перекупленности, и поэтому наша задача, если сделка первая не заходит, открывать перекрытие. Чуть позже объясню вам, что это такое. Давайте поищем какую-нибудь ситуацию для входа. Зайдем и я вам объясню подробнее, как это все работает. Нужно искать прям хорошие ситуации, в идеале, когда цена выходит за значение индикатора. Друзья, ну вот, в принципе, неплохая ситуация. Откроем сделку на 3 минуты на понижение. А нет, уже плохая ситуация. Ищем дальше. Вот, друзья, в принципе, неплохое понижение, чтобы... Вот, друзья, в принципе, неплохая ситуация, чтобы открыть сделку на понижение. 50 долларов, 3 минуты вниз. Сейчас я вам объясню, как работает зоны поддержки, зоны сопротивления, что это такое вообще. Друзья, не очень понятно объяснил, как работают зоны поддержки и сопротивления. Сейчас вам все более подробно объясню, потому что мне важно, чтобы вы понимали, как работают сами эти процессы. Приведем пример рынок с картошкой. Сейчас поймете, почему я привел это в пример. У нас есть также зона поддержки и зона сопротивления. У нас есть главный продавец картошки, который продает картошку по 50 рублей за килограмм, допустим. У него очень много килограмм картошки, там, допустим, там 100 килограмм картошки у этого человека есть. Также есть человек, который готов купить у вас картошку, но уже по 30 рублей. Это, в принципе, может являться один и тот же человек, который покупает по 30, продает по 50, зарабатывает свою маржу и рад жизни. Он готов купить у вас по 30 рублей, тоже там 100 килограмм картошки, допустим. Рынок открывается. Но понятно, что на рынке чаще всего не может быть один покупатель и один продавец, потому что это уже был бы не рынок. У нас есть большое количество продавцов и покупателей поменьше. Ну, давайте возьмем пример, что это бабушки. То есть самая верхняя цена, по которой мы можем купить картошку, это 50 рублей. Но зачем нам покупать картошку по 50 рублей, когда мы можем купить за 40? То есть вот бабушка, она там готова продать 2 килограмма картошки за 40 рублей, допустим. Дальше идет бабушка, которая готова продать по 41 рублю за килограмм. У нее уже 3 килограмма. Если вам нужно 5 килограмм картошки купить, вы приходите на рынок, смотрите самую низкую цену, покупаете сначала у этой бабушки. Соответственно, график начинает идти вверх, потому что предложения за 40 уже нет. И потом покупайте за 41 рубль. Еще 3 килограмма картошки. И за счет этого свеча начинает расти. Давайте сейчас выберу зеленый цвет для примера, чтобы показать вам. Все, вот здесь в данном моменте свеча начинает расти, потому что мы этот уровень пробили. Также возьмем другой пример. Вы продавец картошки и пришли продавать картошку. Зачем вам продавать картошку по 30 рублей, когда есть предложение? Понятно, что мы пробили уже уровень 40 рублей, и здесь там будет там 39 условно.
Зачем вам покупать картошку, продавать картошку за 30 рублей, когда вы можете продать, допустим, за 39? Но если у вас 20 килограмм, которые вы должны продать, а по 39 рублей готовы купить только 5 килограмм, допустим. Вы продали 5 килограмм за 39 рублей. Все, 5 продали за 39 рублей. Потом еще там 6 килограмм вас готовы купить по 38 рублей. Все, вам осталось 9 килограмм продать. И остаток у вас готовы купить уже по 37 рублей. То есть в этот момент цена начинает падать. Теперь самое основное. Как работают зоны поддержки и сопротивления. Давайте, и когда они пробиваются. Давайте возьмем пример. Рынок открывается, на него пришли 100 человек. Но выходит новость о том, что урожай картошки в этом году в 3 раза меньше, чем в прошлом. И, соответственно, на рынке случается паника. То есть все хотят купить картошку по цене как можно меньше. И сразу же на рынок прибегает там 1000 человек, которым в совокупности нужно 1000 килограмм картошки. То есть 1000 человек готовы купить 1000 килограмм. Понятно, что на всех не хватит предложения по 50 рублей. И зона сопротивления достаточно быстро пробьется. Да? Понятно, да? Почему? То есть там нужен 1000, на рынке есть только 100. Она пробьется. Но за зоной сопротивления всегда есть другие зоны. То есть есть продавцы картошки поменьше, которые готовы продать уже по 51 рублю, по 52, по 53 и так далее. Ну и давайте возьмем пример, что наша следующая линия сопротивления там 60 рублей, к примеру. Все, у этого человека уже там очень много килограмм картошки, там 2000 килограмм, и он готов все потребности удовлетворить людей, которые пришли за картошкой. Соответственно, цена доходит до этого уровня и тоже здесь останавливается, будет отскок. Все, потому что уже спроса недостаточно. Также возьмем другой пример. Вы продавец картошки, вы бизнесмен, там у вас гектар картошки растет на даче. Вы приходите на рынок, чтобы продавать ее. Как мы видим, на рынке есть человек, который готов купить картошку по 30 рублей. Но зачем вам продавать картошку по 30 рублей, когда вы можете продать картошку какой-нибудь бабушке по 36 рублей? И если она сможет удовлетворить все ваши объемы, вы продаете картошку за 36 рублей и все, и рады, довольны. Если вам нужно продать, допустим, там 20 килограмм картошки, бабушка готова купить по 36 рублей только 10 килограмм. Отлично, вы 10 килограмм продали по 36 рублей, потом остальные 10 килограмм продали по 35 рублей. Соответственно, в этот момент цена будет падать. Все, цена падает. Когда пробивается зона поддержки. Здесь тоже все достаточно просто. Например, очень хороший урожай картошки. Картошки очень много, ни в одном году столько не было. И, соответственно, уже не будет людей, которые готовы покупать картошку за 30 рублей. Будут люди, которые готовы покупать картошку по 29 рублей, там, по 27, по 28 и так далее. И в таких ситуациях зона поддержки тоже пробивается, и, соответственно, цена идет вниз. Но на самом деле именно в трейдинге, на рынке ценных бумаг, на валютном рынке все не так просто, как с картошкой, но в принципе принципы те же. Да, масло масляное, ну ничего страшного. Принципы те же у нас. И, соответственно, цена чаще всего колеблется именно в зоне поддержки и в зоне сопротивления. Но понятно, что она может пробиваться. Шанс того, что цена пробьет прежний уровень, примерно 70%, если мы смотрим на дистанции. И вот за счет вот этих 70% мы зарабатываем на трейдинге. То есть при очень грамотном техническом анализе процент прибыльных сделок у нас будет 70%. И понятно, на дистанции это будет плюс, потому что там из 100 сделок у нас 70 зашли в плюс, 30 зашли в минус. Соответственно, за счет этой разницы, за счет этой маржи мы с вами живем и зарабатываем. Да, друзья, мы видим, что наша сделка закрылась в минус. Не буду никаких вторых дублей делать, чтобы показывать вам красивую статистику. Просто откроем перекрытие. И поищем другую ситуацию на рынке. Вот, например, отличная ситуация, чтобы зайти на 3 минуты на повышение.
Все, друзья, мы видим, как наша сделка закрывается в плюс. Насчет перекрытия все очень просто. Смотрите, первую сделку мы открыли на $50, вторую на $125. То есть в сумме $175. Итоговая прибыль сейчас 240. То есть мы с вами заработали $65. Давайте еще поищем какую-нибудь ситуацию и откроем сделку. Вот тоже, друзья, видите, очень хорошая ситуация. Цена уже подходит к данному индикатору. То есть у нас здесь зона очень сильной перекупленности, и за 3 минуты цена должна закрыться в плюс для нас. Но также нужно понимать, что цена может выходить за значение этого индикатора и пребывать там какое-то время. С этим мы ничего сделать не можем. Единственное, это открывать перекрытие. Сразу скажу, когда вы садитесь торговать, торгуем максимум на 5% от вашего депозита. Если вы заходите на торговую платформу, сразу же загружаете, к примеру, $100 с вашим балансом $100 на открытие сделки, вам в трейдинге делать нечего, потому что здесь работает только дистанция. В среднем на дистанции процент прибыльных сделок в районе 70%. И понятно, что из 100 открытых сделок 30 в любом случае закроются в минус. И мы с этим ничего не сможем сделать. Поэтому здесь работает дистанция. И сразу же советую вам, перед тем, как вы садитесь торговать, делать план на день. То есть, к примеру, я сегодня прихожу, забираю 3-4 плюса, ухожу. И даже если будет 4 минуса подряд, не нужно продолжать торговлю, потому что логика у вас будет отключаться. Будут появляться ненужные эмоции, из-за которых как раз трейдеры и сливают свой депозит. Здесь нужно быть очень хладнокровным флегматиком, который не боится терять деньги, не боится минусов и зарабатывает на дистанции. Так, мы не будем ждать закрытия сделки, сразу же откроем перекрытие, тоже на 3 минуты на понижение. Перекрытие нужно открывать очень осторожно, и если вы не понимаете, когда это лучше делать, лучше не делайте. Так, друзья, первая сделка у нас закрыта в минус, но судя по индикатору сейчас наблюдается перекупленность, и я уверен, что вторая сделка, наше перекрытие, закроется в плюс. Теперь просто подождем. Ну вот, друзья, в принципе, о чем я и говорил. Первую сделку мы открывали здесь. Цена еще пошла выше. Это бывает, ничего страшного. Но в итоге вторая сделка закрылась в плюс, и мы с вами закрыли торговую сессию с прибылью $130. Это сейчас примерно 10 тысяч рублей. Я свой план на день выполнил. Сегодня торговать больше не буду. Теперь послушайте очень актуальную информацию для каждого из вас. Друзья, ну а также я хочу порекомендовать вам свою группу по трейдингу в Телеграме. Там мы проводим открытые сессии, проводим закрытые сессии. Там все честно, прозрачно. Если сигнал заходит, участники команды ставят палец вверх. Если не заходит, ставят палец вниз. То есть все честно и прозрачно, а результаты всех сессий есть в открытом канале. За прошедшую неделю у меня удалось заработать чуть меньше $1000. Вы также это можете все посмотреть по отчетам, которые я публикую в открытом канале. Ну, а попасть в команду достаточно момент очень просто. Нужно просто написать мне, возьми в команду. Я проведу небольшое собеседование, пойму, что вы хотите получить от трейдинга. И уже приму вас в свою команду и будем торговать вместе. Все абсолютно бесплатно. Все, ребят, обнял вас.